Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о предсказаниях Ванги, поговорим о том, какой восьмой государь придет и почему именно он подпишет мир, какие признаки тех или иных событий уже происходят в этом мире. Друзья, все далее более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, у нас много полезной и важной информации. Вы знаете, предсказания Ванги до сих пор вызывают широкий интерес и многочисленные дискуссии. Ее слова, записанные на кассетах, переведенные и интерпретированные различными специалистами, продолжают удивлять и поражать своей точностью и глубиной. Мы рассмотрим в этом видео ключевые пророчества Ванги, уделив особое внимание ее предсказанию о восьмом государе, который подпишет окончательный мир, а также проанализируем ее видение относительно будущего России и мира. Вангелия Пандева-Димитрова, известная миру как Ванга, родилась 3 октября 1911 года в маленькой деревушке Струмица, которая ныне находится на территории Северной Македонии. Ее жизнь с самого начала была полна трудностей и испытаний. Ванга была старшей из 4 детей в бедной крестьянской семье. Ее мать умерла, когда Ванге было всего 3 года, а отец, вернувшийся с фронта Первой мировой войны, вскоре женился повторно. В детстве Ванга была обычной девочкой, которая любила играть и проводить время на природе. Однако жизнь ее кардинально изменилась, когда ей было 12 лет. Ванга потеряла зрение в результате загадочного инцидента. Как она сама рассказывала, ее унес сильный ураган. Когда ее нашли, глаза были покрыты песком и пылью. Несмотря на попытки врачей, зрение так и не вернулось. Этот трагический случай и стал переломным моментом в ее жизни. После потери зрения Ванга начала замечать у себя необычные способности. Она могла предвидеть будущее и давать точные предсказания о событиях, которые вскоре происходили. Люди из окрестных деревень стали обращаться к ней за советом и помощью. Со временем ее слава распространилась далеко за пределы родного края. Личная жизнь Ванги была тесно связана с ее даром. В 1942 году она вышла замуж за Димитра Гуштерова, болгарского солдата, который поверил в ее способности и стал ее верным спутником. Вместе они переехали в Петрич, где Ванга продолжила принимать людей и делать предсказания. Дом Ванги в Петриче стал местом паломничества для тысячи людей. К ней приезжали не только простые люди, но и известные личности, политики, ученые. Ванга помогала всем без исключения, не деля людей по социальному статусу. Она всегда подчеркивала, что ее дар дан ей для помощи людям и никогда не брала денег за свои предсказания, хотя принимала подарки и благодарность от посетителей. Ванга была известна своей добротой и состраданием. Она часто помогала бедным и нуждающимся, раздавала продукты и лекарства тем, кто не мог себе этого позволить. Ее дом всегда был открыт для тех, кто искал утешения и совета. Ванга прожила долгую жизнь, полную как радости, так и испытаний. Она умерла 11 августа 1996 года, оставив после себя огромное наследие предсказаний, многие из которых сбылись с поразительной точностью. Ее смерть стала большой утратой и для многих людей, которые видели в ней не только прорицательницу, но и добрую, мудрую женщину. Пророчества Ванги охватывают широкий спектр событий, от личных судеб до глобальных катаклизмов. Она предсказала множество исторических событий, включая Вторую мировую войну, распад СССР, теракты 11 сентября и многие другие. Ее предсказания часто носили символический характер и требовали интерпретации, но и многие из них сбывались с удивительной точностью. Ванга говорила о будущем России, мира и даже о космических открытиях. Она утверждала, что Россия станет великой державой и сыграет ключевую роль в мировой политике. Ее пророчество продолжает изучаться и интерпретироваться, вызывая интерес и уважение к ее личности.
Одним из самых известных предсказаний Ванги является пророчество о Второй мировой войне. Ванга предсказала ее начало, описывая, что мир погрузится в огромную войну, которая приведет к массовым разрушениям и гибели множества людей. Она утверждала, что война начнется в 1039 году и продлится аж до 1945 года. Эти события действительно произошли, и точность предсказания удивляет многих историков и исследователей ее наследия. Ванга и предсказала смерть Иосифа Сталина, лидера Советского Союза. Она сообщила, что великий вождь умрет в марте 1953 года, и ее предсказание оказалось точным. Сталин скончался 5 марта 1953 года. Это пророчество стало одним из самых известных и обсуждаемых, подтвердив дар Ванги предсказывать важные политические события. Ванга также предсказала и распад Советского Союза. Она утверждала, что Советский Союз перестанет существовать в конце 20 века, и это событие произойдет мирным путем, без войны. В декабре 1991 года Советский Союз официально распался, и страны, входившие в его состав, стали независимыми государствами. Это предсказание стало одним из ключевых событий конца 20 века и укрепило репутацию Ванги как великой прорицательницы. Ванга предсказала и теракты 11 сентября 2001 года в США. Она говорила о том, что железные птицы нападут на Америку, и страна окажется в ужасе. Это пророчество, сделанное задолго до событий, стало одной из самых известных и шокирующих предсказаний Ванги. События 11 сентября потрясли весь мир и навсегда изменили ход истории, подтвердив пророческие способности Ванги. Еще одним значимым предсказанием Ванги было пророчество о Чернобыльской катастрофе. Она говорила о черной тени, которая накроет большую территорию, и люди будут страдать от страшной болезни. В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС, вызвавшая огромный выброс радиации и многочисленные жертвы. Это пророчество стало одним из самых трагичных и ярких предсказаний Ванги. Пророчества о России всегда вызывали большой интерес как у самих россиян, так и у всего мира. Ванга, одна из самых известных прорицательниц 20 века, оставила множество предсказаний, которые касались будущего России. Эти пророчества охватывают широкий спектр событий, начиная от политических изменений и заканчивая духовным возрождением страны. 20 век стал для России временем огромных потрясений и изменений. Революция 17 года, гражданская война, становление Советского Союза, Вторая мировая война, Холодная война и, наконец, распад СССР – все эти события коренным образом изменили политическую и социальную структуру страны. Ванга, которая родилась в 1911 году и прожившая до 1996 года, была свидетелем многих из этих событий. Ее предсказания о России часто отражали не только будущее, но и глубокое понимание исторических процессов, которые происходили в стране. Одной из ключевых тем в предсказаниях Ванги было возрождение христианства в России. После десятилетий атеистической политики советского государства в конце 20 века началось духовное возрождение, связанное с восстановлением храмов, монастырей и возвращением веры в повседневную жизнь людей. Ванга видела в этом важный знак духовного возрождения и стабилизации России. Одним из самых известных предсказаний Ванги являлось пророчество о возрождении России. Ванга утверждала, что Россия восстанет из пепла как феникс и станет великой державой, играющей ключевую роль в мировой политике. Она говорила, что Россия станет центром мира, привлекая к себе внимание и уважение всех народов. По ее словам, духовное и культурное возрождение страны приведет к ее величию и процветанию.
Ванга предсказала распад Советского Союза, который произошел в 1991 году. Она говорила о том, что на месте бывшего СССР образуется новое славянское государство, объединяющее народы бывшего Союза. Это государство, по ее словам, станет сильным и независимым, играющим важную роль на мировой арене. Это пророчество пока не сбылось полностью, но остается предметом дискуссий и интерпретаций. Ванга предсказывала, что Россия станет экономически процветающей страной. Она говорила о богатствах, которые страна получит благодаря своим природным ресурсам, и о развитии новых технологий. Ванга утверждала, что Россия станет одной из ведущих экономик мира, привлекая инвесторов и развивая свои промышленные и сельскохозяйственные мощности. Пророчество также предсказывало и политическую стабильность в России. Она говорила о том, что страна преодолеет внутренние конфликты и найдет путь к миру и к единству. Ванга верила, что сильное и мудрое руководство поможет России справиться с вызовами и укрепить свои позиции на мировой арене. Одной из ключевых тем предсказаний Ванги было духовное возрождение России. Она говорила о возвращении людей к вере, восстановлении церквей и монастырей, а также о важной роли православия в жизни страны. Ванга верила, что духовное пробуждение поможет России преодолеть трудности и достичь гармонии и процветания. Ванга и говорила, что Россия будет играть ключевую роль в международной политике. Россия станет посредником в разрешении конфликтов и будет выступать за мир и сотрудничество между народами. Также Ванга говорила, что Россия и США найдут общий язык и будут сотрудничать в решении глобальных проблем. Ванга оставила после себя множество пророчеств, которые касались как личных судеб людей, так и глобальных политических изменений. Ее отношение к НАТО и предсказания о будущем этого военного альянса отражают ее глубокие интуитивные прозрения, международную политику и геостратегию. Скептицизм Ванги по отношению к НАТО был выражен в ее пророчествах в том, что этот военный блок не принесет желаемого мира и безопасности Европе. Она верила, что вступление стран в НАТО не улучшит их положение, а наоборот приведет к увеличению напряженности в мире. Ванга считала, что НАТО может стать причиной множества конфликтов и нестабильности, поскольку его расширение нарушает баланс сил в международных отношениях. Одним из ключевых аспектов пророчеств Ванги было ее убеждение в том, что Россия сыграет решающую роль в будущем геополитическом устройстве мира. Она утверждала, что Россия станет центром мира и сможет влиять на глобальные процессы, выступая за мир и стабильность. Она считала, что Россия обладает духовной силой и мудростью, которые помогут ей преодолеть внутренние трудности и выйти на лидирующие позиции на мировой арене. Интересен тот факт, что Ванга была категорически против вступления Болгарии в НАТО. Она предостерегала своих соотечественников от этого шага, утверждая, что Болгария не найдет в альянсе защиту и поддержку, а напротив столкнется с новыми проблемами и угрозами. Ванга была уверена, что Болгария должна опираться на свои силы и развивать дружеские отношения с Россией, а не с западными странами. Ванга предсказывала, что Россия станет ключевым игроком в обеспечении международной стабильности. Она утверждала, что Россия будет выступать за мирное разрешение конфликтов и противостоять агрессивным действиям со стороны других стран. Ванга верила, что Россия сможет объединить вокруг себя другие страны и создать новый союз, который станет альтернативой НАТО и будет направлен на поддержание мира и безопасности в мире. Прорицательница также предсказывала, что Россия сыграет важную роль в разрешении международных конфликтов, включая те, которые могут возникнуть из-за действий НАТО. Она утверждала, что российская дипломатия и военная мощь помогут урегулировать споры и предотвратить эскалацию насилия. Ванга верила, что Россия сможет предложить миру новый путь к сотрудничеству и взаимопониманию, основанный на уважении суверенитета и национальных интересов. Ванга также говорила и о будущем НАТО, утверждая, что этот альянс столкнется с серьезными внутренними проблемами и разногласиями среди его членов.
Она говорила, что НАТО не сможет сохранить свое единство и влияние, и что многие страны пересмотрят свое участие в альянсе. И это приведет, в свою очередь, к ослаблению НАТО и его роли в мировой политике, открывая дорогу для новых форм международного сотрудничества и альянса. Одним из самых загадочных предсказаний Ванги было ее пророчество о создании большого славянского государства, которое объединит народы бывшего Советского Союза. Она говорила, что это государство станет сильным и независимым, играющим важную роль на мировой арене. Ванга видела в этом объединении шанс на восстановление исторической справедливости и создание нового центра силы, который сможет противостоять западным влияниям и агрессии. Предсказания Ванги всегда вызывали интерес и споры, особенно ее пророчество о 8-м государе, который должен подписать окончательный мир на планете. Этот загадочный образ продолжает привлекать внимание исследователей и последователей прорицательницы, пытающихся разгадать смысл ее слов и предугадать будущее мирового порядка. Число 8, упомянутое Вангой, вызывает множество интерпретаций и толкований. В нумерологии это число символизирует бесконечность, равновесие и гармонию. Оно также ассоциируется с обновлением и началом нового цикла. В контексте предсказания Ванги число 8 может иметь несколько значений. Восьмерка, как символ бесконечности, может означать долгосрочный мир и стабильность, который принесет 8-й государь. Число 8 часто интерпретируется как знак и циклического возрождения. В этом случае 8-й государь может быть лидером, который начнет новую эру, завершив предыдущие конфликты и кризисы. Восьмерка имеет и особое значение в разных культурах и религиях. Например, в китайской культуре это число приносит удачу и процветание, а в западной астрологии оно связано с планетой Сатурн, символизирующей карму и справедливость. Предсказание Ванги о 8-м государе также вызывает и множество спекуляций относительно того, кто может занять эту роль. Рассмотрим несколько возможных интерпретаций. Первое. Будущий российский лидер. Некоторые считают, что 8-м государем может быть будущий лидер России, который сыграет ключевую роль в международной политике. Этот лидер может быть человеком, способным восстановить мир и установить справедливость на глобальном уровне. Также 8-м государем может быть не конкретная личность, а международная организация или коалиция стран, способная обеспечить мир и безопасность в мире. Это может быть и новое объединение государств, которое придет на смену существующим международным структурам. В некоторых интерпретациях 8-й государь рассматривается как мессианская фигура, как пророк или духовный лидер, который принесет мир и гармонию на землю. В этом контексте его роль выходит за рамки политических действий и включает духовное пробуждение человечества. Число 8 часто ассоциируется с обновлением и началом нового цикла. В христианстве оно символизирует воскресение и новую жизнь, так как Иисус Христос воскрес на 8-й день. В этом контексте 8-й государь может означать и начало новой эры, освобожденной от войн и конфликтов. В историческом контексте предсказания Ванги о 8-м государе может быть связаны и с крупными геополитическими изменениями, которые уже происходят и будут происходить в ближайшем будущем. Это может включать в себя завершение нынешних конфликтов, создание новых международных альянсов и изменение мирового порядка. Ванга предсказывала и множество событий, связанных с мировыми конфликтами и изменениями политического ландшафта. Ее предсказания часто были связаны с Россией и ее ролью в международной политике. Возможно, 8-й государь является продолжением этих пророчеств, отражая ее веру в то, что Россия сможет сыграть решающую роль в установлении глобального мира. В истории человечества было множество периодов, когда надежда на окончательный мир казалась почти достижимой, но снова и снова ее заменяли новые конфликты и войны. Великая Вторая мировая война, Холодная война, региональные конфликты и современные террористические угрозы – все они демонстрируют сложность и хрупкость международных отношений. И в этом контексте пророчества болгарской ясновидящей Ванги приобретают особое значение.
Ее видения и предсказания о будущем всегда вызывали интерес и внимание, особенно когда речь шла о глобальном мире. Ванга предсказала множество событий, которые сбылись, что добавляет веса ее словам в будущем. И все-таки самым загадочным и интересным ее предсказанием было упоминание о 8-м государе, который должен подписать окончательный мир на планете. Это пророчество вызывает множество интерпретаций и спекуляций. Ванга говорила, что весь мир вздрогнет, и люди увидят свою глупость и ужаснутся от произошедшего, намекая тем самым на глобальное осознание и пробуждение человечества. Ванга также предсказывал образование огромного славянского государства к 2027 году и утверждала, что этот процесс будет сопровождаться глобальными изменениями в мировом порядке. Ее слова о 8-м государе и окончательном мире продолжают вдохновлять исследователей и последователей искать разгадки и понять, а что же именно она имела в виду. Современный мир характеризуется множеством конфликтов и противоречий. Региональные войны, политические кризисы, экономические санкции и терроризм продолжают угрожать стабильности и безопасности. В этих условиях разговоры об окончательном мире кажутся утопическими. Однако история показывает, что крупные изменения возможны, когда общество достигнет критической точки и потребуются перемены. На протяжении последних десятилетий международное сообщество предпринимает многочисленные усилия для установления мира. Организация Объединенных Наций, международные договора, миротворческие миссии и дипломатические переговоры – все эти инструменты направлены на предотвращение и урегулирование конфликтов. Несмотря на сложности и преграды, такие инициативы показывают, что глобальное сотрудничество все-таки возможно. Экономическая взаимозависимость стран, развитие глобальных рынков и технологий создают предпосылки для более тесного сотрудничества. Глобализация и технологические инновации способствуют пониманию важности совместных усилий в решении глобальных проблем, такие как климатические изменения, бедность и неравенство. Эти факторы могут стать движущей силой для установления более прочных мирных отношений между странами. Одно из наиболее обсуждаемых пророчеств касается событий на Украине, которые в последние годы стали предметом многочисленных аналитических обсуждений. Ванга говорила, что весь мир вздрогнет, люди увидят свою глупость и ужаснутся от произошедшего. Эти слова часто связывают с текущими глобальными кризисами, включая и конфликт на Украине. Ясновидящая также говорила о великих потрясениях и больших переменах, которые затронут Европу и мир в целом. Ванга упоминала, что в результате этих событий многие страны пересмотрят свои позиции и союзы, что может намекать на изменения геополитической ситуации. Предсказания Ванги всегда отличались сложностью интерпретации. Часто они формировались в образной и метафорической форме, что открывало пространство для различных толкований. В случае спецоперации на Украине ее слова могут быть поняты как предупреждение о значительных изменениях и потрясениях в регионе. Ванга предсказывала, что мировое сообщество столкнется с серьезными вызовами и конфронтациями. Конфликт на Украине привлек внимание всего мира, вызвав широкий резонанс и дипломатические напряжения. Ванга говорила о великих испытаниях, которые потребуют от стран единства и сотрудничества для их преодоления. Ясновидящая также предсказывала и экономические трудности и изменения в политических структурах. Спецоперация на Украине привела к значительным экономическим санкциям и политическим изменениям, затронувшим не только регион, но и весь мир. Эти события соответствуют пророчествам Ванги о глобальных экономических и политических переменах. Ванга предсказывала, что Европа переживет период значительных изменений. Конфликт на Украине стал катализатором для пересмотра европейских политик и союзов. Многие страны начали переоценивать свои внешнеполитические стратегии и искать новые пути для обеспечения безопасности и стабильности. Предсказания Ванги о будущем часто касались не только конкретных событий, но и общих тенденций в развитии мира. Она говорила о том, что человечество столкнется с необходимостью переосмыслить свои ценности и принципы, чтобы предотвратить глобальные катастрофы.
Спецоперация на Украине может рассматриваться и как часть этого процесса, подталкивающего мир к глубоким изменениям и поиску новых решений для обеспечения мира и стабильности. Одним из ключевых посланий Ванги было стремление к миру и сотрудничеству. Несмотря на мрачные предсказания о конфликтах и потрясениях, она верила, что человечество сможет преодолеть эти трудности, если объединится и начнет действовать сообща. Ее пророчества могут служить и напоминанием о важности поиска мирных решений и укрепления международных связей. Предсказания о будущем славянского государства всегда вызывали огромный интерес среди исследователей и общественности. Одно из таких пророчеств, которое приписывают известной болгарской прорицательнице Ванге, гласит, что к 2027 году сформируется новое, невиданных размерах славянское государство. Эти слова привлекли внимание не только историков и политологов, но и обычных людей, которые с любопытством следят за развитием событий. Пророчества о славянских народах и их будущем всегда играли значительную роль в политических и общественных дискуссиях. История славянских народов полна примеров как объединения, так и распада, что делает предсказание о создании нового славянского государства особенно интригующим. В прошлом мы уже с вами видели попытки объединения славянских народов, такие как создание СССР, Варшавского договора и других альянсов. Однако многие из этих объединений распались, что только подогревает интерес к возможному формированию нового славянского государства. Формирование нового славянского государства предполагает и наличие ряда предпосылок. Славянские народы имеют богатую общую историю и культуру. Общие корни, язык и традиции могут стать мощным фактором для объединения. Совместные экономические проекты, торговля и политические интересы могут способствовать формированию более тесных связей между славянскими странами. Общие угрозы, такие как внешняя агрессия или экономические кризисы, могут подтолкнуть славянские народы к объединению для совместного противостояния вызовам. Предсказание о формировании нового славянского государства к 2027 году имеет значительное влияние на современную политику. Влияние этих пророчеств можно рассматривать через несколько ключевых аспектов. Идея объединения славянских народов вызывает опасения у некоторых стран и политических блоков, такие как Европейский Союз и НАТО. Возможное образование крупного славянского государства может изменить баланс сил в Европе и в мире, что приведет к повышенному вниманию к регионам с высоким процентом славянского населения. В некоторых странах предсказания о славянском объединении могут быть использованы в качестве аргумента для укрепления национальной идентичности и консолидации общества. Политики могут использовать идеи объединения славян для повышения своей популярности и укрепления позиций. Эти пророчества могут стимулировать экономическое сотрудничество между славянскими странами. Совместные проекты, такие как создание экономических зон, транспортных коридоров и энергетических альянсов, могут стать основой и для будущего объединения. Сценарии развития ситуации, конечно же, могут быть различными. Первое – это может быть полное объединение, создание единого славянского государства с общей политической и экономической системой. Далее – конфедерация – это объединение в виде конфедерации, где каждая страна сохраняет свою независимость, но тесно сотрудничает с другими в рамках общих интересов. Третье – это может быть и сильный альянс. Это укрепление существующих альянсов и создание новых форм сотрудничества без официального объединения в одно государство. Пророчества Ванги остаются предметом и многочисленных обсуждений и спекуляций. Многие из ее предсказаний, такие как виртуальный круг и другие загадочные символы, до сих пор не разгаданы и вызывают интерес исследователей и любителей мистики. Ванга, известная своими загадочными и часто метафорическими предсказываниями, оставила за собой множество символов, которые требуют тщательного анализа. Один из самых обсуждаемых символов – это виртуальный круг, который она нарисовала перед своей смертью. Круг является универсальным символом, имеющим множество значений в различных культурах и религиях. Круг часто символизирует вечность, бесконечность и цикличность. Он не имеет начала и конца, что может указывать на непрерывный цикл жизни и смерти.
а также на повторение исторических событий. В контексте пророчеств Ванги круг может означать и замкнутый цикл, в котором события повторяются и возвращаются к своему истоку. Круг может символизировать единство и целостность. Возможно, Ванга предсказывала время, когда мир станет более объединенным и разрозненные части придут к гармонии. Также круг может указывать и на цикличность истории, где события повторяются в новых формах. Это может быть намеком на повторение великих исторических событий или на то, что человечество снова столкнется с похожими вызовами. В философии и религии концепция вечного возвращения предполагает, что все происходящее уже случалось раньше и будет повторяться снова и снова. Ванга могла говорить о неизбежности таких повторений в будущем. Помимо виртуального круга, Ванга оставила множество других загадочных и неясных предсказаний. Конечно же, некоторые из них остаются спорными и требуют глубокого анализа и их понимания. Например, Ванга предсказывала, что настанет время, когда небо станет красным и наступят 3 дня тьмы. Это предсказание также остается неясным и вызывает различные интерпретации от природных катаклизмов до духовных событий. Все это, конечно, друзья, становится интересным. И, друзья, что вы думаете касательно этих событий, этих изменений, о которых говорила Ванга? Дело в том, что уже многие вещи действительно начинают происходить, и наша с вами задача не зацикливаться на каком-то негативе, наоборот, стараться найти те подсказки, которые дают нам пророки для того, чтобы мы их могли использовать в своей жизни. Поэтому обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна. Также, друзья, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Прямо вот сейчас переходите на канал и смотрите, потому что, возможно, ваш ангел-хранитель, высшие силы вас подталкивают к этим изменениям, и, возможно, вам нужно открыть глаза и прочитать, услышать что-то между строк. Поэтому добро пожаловать на наш канал. Друзья, мы всем желаем добра, мира, любви, гармонии, мыслимых и немыслимых благ. Пусть в вашей жизни будет все только прекрасное, чудесное и лучшее. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на активном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.